Какие покерные комбинации сильнее других? Сейчас еноты разложат все по полкам. В покере побеждает тот, кто напугал соперников ставками и заставил их сбросить карты, либо тот, кто показывает сильнейшую комбинацию на вскрытии. Какова их иерархия? Все зависит от частоты, с которой по математике эти комбинации собираются. Чем реже, тем сильнее. Начнем с того, что попасть в какую-то комбинацию сложнее, чем не попасть. Да-да, в половине случаев енот, доставший из колоды 5 случайных карт, вообще не попадает ни во что. Но и тогда он может победить в раздаче, если его енот-соперник тоже промахнулся мимо доски. В таком случае победа достается обладателю старшей карты, то есть самого высокого номинала. Если эти значения одинаковы, например, у обоих енотов есть туз, тогда сравнивается вторая по достоинству карта – кикер. И так вплоть до 4 кикеров. В холдеме, в котором комбинации собираются из 7 возможных карт, шансов остаться без минимальной комбинации меньше. Старшая карта решает лишь в 17,41% случаев. Но вот еноту повезло. Он со своими тузом и дамой попал в пару, ведь на доске туз. Это происходит в 42,26% случаев или в 43,82% для 7 карт. Но банк достается сопернику, у которого также пара тузов. Что случилось? У оппонента старший кикер – король. Здесь также сравниваются номиналы вплоть до 3 кикеров. Но вот та же раздача. И у соперников те же лапы. Они пошли all-in на терне, и на ривере на стол падает дама. И теперь уже банк едет к еноту. Ведь он собрал допер, 2 пары. Шанс 4,75% при 5 картах, то есть на флопе. И 23,49% из 7 карт. В другой раздаче у енота жалкая пара двоек. Шанс поймать карманную пару около 5,85%. Но вот он видит доску, и на ней еще одна двойка. У енота сет, поймать который, имея карманку в лапах, удастся с вероятностью примерно 11,5%. Крутейшая комбинация, которую почти невозможно прочитать. На флопе она выпадает всего в 2,11% случаев, так что нужно ее использовать с умом. Если же на доске 2 карты по номиналу совпадающие с картой игрока, это трипс. Тоже сильная комбинация, но более заметная. А вот у енота 9-8, а на доске 10-7-6. Стрит, то есть 5 номиналов подряд. Всего 4,61% шанса его собрать до ривера, и вот такая удача. Но фишки снова едут к сопернику. Это какая-то ошибка. Но нет, ведь на доске 3 карты одной масти, и соперник показывает еще 2 той же масти у себя в лапе. Вот неудача, поскольку шанс, что закроется флеш, а так называется эта комбинация, всего 3,3%. В следующей раздаче у соперника опять флеш, а у енота в all-in на флопе 5-4-2. Всего лишь сет пятерок. В раздаче и третий енот, но у него вообще сет двоек. Так что на него внимания не обращаем. Обидно, но на терне 4, доска спаривается. Фулл хаус, который собирается всего в 2,6% из 7 карт. Победа! Но ривер. И банк едет вообще к 3-му еноту. Как так? А ривером вышла 2, и у скромного 3-го енота уже каре. А это более редкая комбинация. Шанс ее собрать всего лишь 0,17%. А вот у енота флеш с тузом и королем. Нац? Не тут-то было. Соперник показывает на одномастной доске вале 10-9, лапу 8-7 той же масти, стрит-флэш. Всего 0,28% вероятность собрать. Вот это невезение. Но к риверу выходит еще и дама в масть. И это уже Royal Flush. Лучшая комбинация в покере с шансом получения в жалкие 0,32%. Многие еноты никогда в жизни ее не соберут, так что действительно удача. Но как енот запомнил все эти комбинации? Все просто. На первые игры он брал с собой распечатанную иерархию. Перед тем, как принять дорогое решение, он всегда перепроверял сочетание на шпаргалке. И это не зазорно. Более опытные еноты относятся к этому с пониманием. Так что бери с собой за стол шпаргалку, и со временем все запомнится.